Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о словах, которые никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя произносить перед зеркалом. Что это за слова, почему именно эти слова нельзя говорить, и также мы вам предложим слова, которые обязательно нужно говорить перед зеркалом, чтобы в вашу жизнь приходило изобилие и достаток. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно этим видео поделитесь со своими друзьями, знакомыми, близкими людьми, чтобы они также знали эту важную и ценную информацию. В наше время трудно найти, наверное, дом или квартиру, в котором не присутствовало бы зеркало. И зеркало стало такой вот неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря зеркалу мы с вами можем, особенно женщины, девушки, ухаживать за своим внешним видом, видеть свои возрастные ограничения, а также видеть свою красоту. И вот с этим загадочным предметом связано достаточно много тайн и мистики, поэтому именно зеркало требует к себе особого отношения. И если вы будете знать эти слова, которые нельзя говорить перед зеркалом, вы можете предупредить появление отрицательной энергетики и негатива в вашей жизни. В нашей обычной квартире или в доме встречаются достаточно сильные энергетические предметы, и к ним, как мы уже сказали, относится зеркало. И мы с вами часто пользуемся ими для проведения практик, ритуалов, и зеркало – это не что иное, как портал в параллельный мир. Поэтому любое слово может быть материализовано в реальности. Зеркало само по себе долго копит все услышанное и преобразовывает и воплощает. Поэтому неосторожное плохое пожелание или ругательство обязательно отразятся в вашей жизни рано или поздно. И у зеркала есть одно магическое свойство – это способность запоминать эмоции человека. Достаточно смотреть в него и произносить добрые пожелания. Это привлечет удачу. Помните о том, что при произнесении ругательств, оскорблений, проклятий произойдут негативные изменения. Размещенные у входа зеркала будут собирать ваши мысли и не только ваших членов семьи, но и эмоции гостей, которые к вам приходят в дом. Если они недобрые и наполнены злобой, то это отразится и на состоянии владельца. И особую опасность имеют антикварные зеркала. И именно такие зеркала за свой долгий срок использования они видели достаточно разные конфликты, драки, обманы и прочие интриги. И весь негатив обязательно будет проявляться в жизни нового хозяина. И существует даже поверье, что если в доме умер человек, то на время похорон необходимо закрывать все зеркала тканью. Иначе его дух отразится в нем и будет там заключен. И в дальнейшем это приведет к проблемам. Поэтому любое зеркало, вне зависимости, оно новое или старое, антиквар, требует бережного обращения. Поэтому перед ним нельзя есть, ругаться, плакать, жаловаться. Особенно внимательно нужно относиться к тому, что произносится вслух. Особенно девушки, женщины любят говорить такие слова, как «я старая», «я некрасивая». И это приводит к увеличению того, что вы говорите. Особо опасны пожелания болезней и любых других неприятных вещей, потому что подобные действия приведут к тому, что их произнесший человек получает негативную энергию, которая разрушает жизнь. Конечно же, вариаций недопустимых слов и фраз великое множество. Это, например, «пропади все пропадом», «плевать мне на это», «шрам на моем сердце». И любые фразы с отрицательным оттенком недопустимо говорить. Также это может такие фразы «моя голова сейчас лопнет», «это я не перевариваю», «я сыта по горло», «я такая бедная».
Я толст, это невыносимо, и я, например, больше не могу. Возможно, в своем лексиконе вы используете и другие негативные фразы, но лучше всего, если все эти фразы негативные, вы замените на противоположные по значению. Например, «Да чего же я хороша и фигурой, и душа». Или «У меня этих денег полная сумка». Или «Какой хороший сегодня день». Все идет отлично, я счастлива. И вы знаете, многие маги в своей практике черного колдовства используют особую группу слов. И именно эти слова отличаются разрушительным свойством. Прежде всего, это все варианты слова «плохо», «больно», «глупо», «надоело», «несчастное». Далее, любые слова с частичкой «не». Знаете, они имеют негативный окрас, и прежде чем их произносить вслух, перед зеркалом вам нужно 100 раз хорошо подумать. Нельзя даже в шутку называть себя перед зеркалом, например, ненужная, некрасивая, неудачница. Мало кто задумывается над тем, что озвучивает вслух, а вот каждое слово, оно материализуется, поэтому необходимо заследить всегда за своей речью, не только перед зеркалом, но и вообще. И никогда не произносить определенные слова никогда. Также не рекомендуется говорить и о страданиях, и о том, что вам в данный момент грустно. Любые негативные оценки также недопустимы перед зеркалом. Серьезно или в шутку сказанные слова, например, ужасно, отвратительно или бедно, плохо скажутся на вашей жизни. Поэтому хороший навык – это взвешивать все произнесенное вслух. Неважно, где это озвучивается. И вы знаете, правильное обращение с зеркалом защитит и снизит вероятность появления негативной энергии. Для этого возьмите, пожалуйста, за правило не смотреть на свое отражение в зеркале в минуты, например, грусти или болезни. Потому что зеркало запоминает все, и слезы, и горе, и отчаяние человека, и начинает это потихонечку, не спеша воплощать в жизнь. При этом изначально вы на это не обращаете внимания, но со временем происходит то, что происходит. Поэтому перед зеркалом всегда говорите только о хорошем, желайте удачи и благодарите провидение за дары и снисхождение любого блага. Даже обычная улыбка перед зеркалом способна изменить все к лучшему. Поэтому обязательно нужна только концентрация на положительных эмоциях. Нельзя принимать также и в качестве подарка зеркальце, потому что могут наговорить на него проклятие и навести порчу. Или обычный человек может пожелать неудачи и беды будущему владельцу. И избавиться от так называемых даров вам будет непросто. Особенно опасно разбитое зеркало. Считается, что тот, кто увидит себя в осколках, потеряет удачу. Поэтому, если это случилось, то осколки складывайте в таз и промойте под струей воды, но ни в коем случае не смотрите. И таким образом вода сможет унести негативную энергию. И, как мы уже сказали, о том, что каждому из нас нужно контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Конечно, изначально сложно контролировать те слова, но мы с вами люди мудрые, умные и можем себя перепрограммировать. И свою реальную жизнь мы можем изменить. Поэтому обязательно замените слова разрушители на позитивные антонимы. А прямо сейчас возьмите ручку, листок бумаги и запишите эти слова, которые вам нужно всегда говорить перед зеркалом. Итак, чаще употребляйте перед зеркалом следующие слова: любовь, здоровье, счастье, радость, жизнь, богатство, весело, интересно. Прямо сейчас напишите на листочке и повесьте у того зеркала, перед которым вы любите красоваться, которое вам приносит радость. И обязательно такое зеркало тоже помните, что его нужно почаще мыть.